Когда я шила, готовила макет к показу, у меня линия была, линия талии. Первую я нарисовала неправильную, то есть я ее нарисовала ровную, а вторую я нарисовала чуть-чуть вот так вот пониже, да, то есть она идет вот так. Таким образом, сюда идет баланс, сюда идет занижение, так и надо, как бы, да, потому что передняя половинка у нас в любом случае идет ниже, меньше, чем задняя половинка. Я хочу сказать, что я перепутала эти линии, то есть резинку я пристрочила к верхней прямой линии. Таким образом, у меня опустилась вот эта часть лифа, и, естественно, она опустилась вместе с брючиной, да, и вот здесь получился вот такой залом. То есть это не ошибка кроя, это просто я не на том месте прострочила резинку. Я это увидела только когда уже редактировала видео, поэтому я как бы оставила это все как есть и решила поднять этот вопрос. И когда я уже отредактировала видео, я решила поменять эту линию, резинку пришить, то есть порола резинку, пришила ее в правильном месте, то есть ниже. Получается, здесь я делала баланс, да, на 1/3 раствора выточки, и сюда я сделала баланс по лифу. А когда строчила нитку-резинку, я об этом забыла совсем. Ну, то есть увидела вот эту прямую линию и прострочила, а вот эту как-то, ну, не знаю, как так получилось, потеряла. В общем, когда я ее поставила на место, резинку, вот здесь все выровнялось, все замечательно. Я, кстати, не зря стала делать макеты. Раньше я не делала макеты. Я сейчас стала делать макеты. Слава богу, у меня есть материал, из которого их делать, и смотреть уже, и не просто смотреть самой, показывать вам. Во-первых, иногда ты думаешь одно, вот ты кроишь, шьешь что-то, да, из какой-то ткани, ты думаешь, у тебя в голове картинка одна, а получается совсем другая. Иногда ты разочарован немножко, бывает, а иногда ты, наоборот, превосходит твои ожидания, да, результат. Но особенно я рада, что могу вам показать этот макет и с вами вместе его рассмотреть и обсудить. Найти какие-то плюсы, минусы, понять, что нужно поменять, где-то добавить, где-то изменить, где-то отрезать. В общем, это интересный процесс оказался, ну, по крайней мере, для меня. Особенно, если какая-то вещь такая, в которой я сомневаюсь. Ну, именно из-за того, что у меня такая фигура. Кто-то говорит, да, хорошая фигура. Ну, нет, девочки. Есть у меня такой комплекс. Я скажу так, девочки. В молодости я очень любила носить облегающие вещи. Действительно любила, и у меня было что показать. Обхват талии 57, обхват бедер, обхват груди 90, рост 1,64 м. Это я сейчас уже 1,60 м, в молодости я была почему-то 1,64 м. Это не я себя измеряю, это меня измеряют в больнице. В общем, была такая ситуация, когда нужно было измерить рост. Итак, о чем я опять хочу сказать? О том, что вот эти все макеты необходимы для тех, у кого не идеальная фигура. И мне для чего еще это нужно? Чтобы вы понимали, чтобы вам показать, чтобы вам рассказать, чтобы вы понимали на самом деле на пробнике, как и что это будет выглядеть. Хотя и второй пробник мне тоже очень понравился. И если бы это была нормальная ткань, не рваная, не покусанная моей собакой, то я, может быть, и его бы тоже довела до ума и носила бы. Но, однако же, нет. Тогда бы, кстати, у меня было бы три комбинезона. В общем, мне 100% понравился результат моей работы. Я обязательно буду носить этот комбинезон и буду в город носить. И, может быть, куда-то с подружками выйду, может быть, в парк прогуляемся с мужем. Даже, возможно, я его возьму с собой на отдых, в отпуск. Кстати, насчет отпуска. Отпуск у меня далеко. Не переживайте, девочки, далеко. Еще несколько месяцев до моего отпуска, то есть в конце года. Мы обычно ездим, у меня день рождения 9 декабря, у моей подруги 4 декабря, с которыми вот мы две пары ездим обычно. И мы едем в конце ноября, чтобы захватить дни рождения там, в Таиланде. Иногда получается, что мы встречаем день рождения в самолете. Иногда получается так, что мы не едем в отпуск и встречаем день рождения здесь. Мы, конечно, не каждый год отмечаем шикарный день рождения, но по настроению. В общем, как пойдет, скажем так. Еще что хочу сказать. Если у вас животик,
достаточно ярко выраженный животик, то тогда я всегда говорю, когда я крою, говорю, 1/10 обхвата бедер по спинке мы откладываем и 1/20 по полочке. Когда есть животик ярко выраженный, то по переду вот эта выемка должна быть глубже. То есть мы, допустим, смотрите, вот от края листа мы краим 1/10 обхвата бедер. Это задняя половинка. Дальше. Кстати, если у вас ярко выпуклые, выраженные бедра, можно и побольше. Дальше от этой линии мы краим полуобхват с прибавками бедер. И уже от этой линии вот сюда мы отодвигаемся дальше, если у нас есть животик. Насколько мы отодвигаемся, тут уже как бы вопрос такой, знаете. Я советую, если, допустим, есть у вас животик и вы боитесь, я советую взять побольше на полуобхват с прибавками вот эту вот часть, побольше, да, побольше прибавку. Далее вы сделаете также 1/20 и смотрите, если у вас вот здесь собирается, допустим, вот сейчас я резиночку соберу, и если у вас вот здесь собирается вот такая вот кучка, вы распарываете свои брючки и снимаете вот эту линию побольше. Ну, пусть будет 1-2 сантиметра, да, побольше вот эту линию по переду, вот эту вот полукруглую. И тогда у вас здесь все получится. Опять вы сметываете, примеряете, может быть, у кого-то еще больше. Несмотря на то, что у нас животик, да, то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что сзади у нас вот эта выпуклость, мы делаем больше выемку. И спереди, если тоже, опять же, выпуклость, нам нужно сделать больше выемку. Кто-то говорит наоборот. Кто-то говорит, что если есть животик, то, допустим, если 100 сантиметров обхват бедер, да, по животику, допустим, 1/20 это 5 сантиметров. А кто-то говорит, что если есть животик, то убираем меньше, 4-3 сантиметра. Это неправильно. Обеспечена вот здесь какая-нибудь неприятность, либо в районе банта, либо вот здесь на животе. То есть, ну, тут, опять же, если, кстати, есть вопросы по этой теме, пишите, давайте разберем это наглядно на бумаге. Сегодня я не готова все это строить и кроить, но если будут вопросы, пожалуйста, давайте разберем. В общем, на сегодня я все-таки завершаю свое видео. Чуть попозже сделаю подробный обзор вот этого своего нарядного комбинезона. Я надеюсь, что вы ждете его. Обязательно рассмотрим его вдоль и поперек, то есть все плюсы и минусы. Расскажу, что я меняла, что я сделала изначально, потом, что я поменяла. Кстати, что касается горловины, я буду менять также вот эту горловину, и я покажу вам на примере, то есть я сниму видео, как я обработала как я вообще обработала горловину. Ну а на сегодня всем пока, до новых встреч, желаю всем классного настроения.